Всем привет, меня зовут Наталья, и я рада вас приветствовать на своем канале «Вкусно, просто, быстро». Сегодня я хочу предложить вам приготовить фантастически вкусный домашний торт-масличка. Торт приготовлен из нежных, можно сказать, воздушных шоколадных коржей и густого шоколадного крема-глазури. Торт достаточно просто и легко готовится. Данное количество ингредиентов рассчитано для торта размером 17 на 17 см, высотой 5,5 см и весом 900 граммов. Давайте приготовим. Начнем приготовление с крема. Нагреем до горячего состояния 200 граммов сливок жирностью 30-35%. Горячие сливки высыпаем в 200 граммов черного шоколада с содержанием какао 50%. Высыпаем так, чтобы шоколад был полностью покрыт сливками. Подождем пару минут, чтобы шоколад растаял. И хорошо все перемешаем венчиком до однородного состояния. Добавляем 30 граммов сливочного масла. Для удобства я его нарезала кусочками. Перемешиваем до однородного состояния. Добавляем 20 граммов или миллилитров коньяка или бренди. Если вы алкоголь не употребляете, то его можно заменить ароматизатором с коньячным вкусом. Или можно вообще ничего не добавлять. Убираем крем в холодильник примерно на 2-3 часа, чтобы шоколадная масса застыла. При желании можно приготовить крем заранее и убрать в холодильник на ночь. Приготовим шоколадный бисквит. В чашу выливаем 90 граммов или миллилитров молока комнатной температуры, 70 граммов или 7 столовых ложек растительного масла. Просеивая, добавляем 80 граммов или 4 столовые ложки без верха пшеничной муки, 4 грамма или 1 чайную ложку разрыхлителя для теста. Перемешиваем венчиком до однородного состояния. Шесть яиц разделим на белки и желтки. Добавляем в тесто по одному желтку, каждый раз хорошо перемешивая венчиком до однородного состояния. Далее тесто готовится достаточно быстро, поэтому не забудьте включить духовку нагреваться до 180 градусов. Просеивая, добавляем 30 граммов или 3 столовые ложки без верха какао. Перемешиваем до однородного состояния. Соберем тесто со стенок и перемешаем по дну. Отставим тесто в сторону и взобьем белки. К 6 яичным белкам добавляем щепотку соли. Начинаем взбивать на небольшой скорости миксера. Когда белки взовьются в легкую пену, увеличиваем скорость миксера до средней. И в 3 этапа добавляем к белкам 100 граммов или 5 столовых ложек без верха сахара. Добавляем часть сахара и взбиваем примерно 30 секунд. Потом добавляем следующую часть сахара. Когда сахар растворится, постепенно увеличиваем скорость миксера до максимума и на максимальных оборотах миксера взбиваем белки до мягких пиков. Добавляем часть взбитых белков в тесто и круговыми движениями снизу вверх лопаткой перемешиваем до однородного состояния. Добавляем еще часть взбитых белков и аккуратно перемешиваем до однородного состояния. Итак, в 3 этапа соединяем взбитые белки с тестом. Долго перемешивать не надо, как только масса станет однородной, достаточно. Тесто должно оставаться воздушным. Я выпекаю бисквит на противне, засланной пергаментной бумагой. Чтобы тесто не растекалось, я из пергаментной бумаги сделала форму с небольшими бортиками. Размер моей бумажной формы 27 на 36 см. Перекладываем тесто на противень и равномерно разравниваем. У меня бортики небольшие, 3 см, но этого мало. Лучше сделать бортики повыше, высотой примерно 5 см. Бисквит при выпечке очень хорошо поднимается. Убираем выпекаться в заранее разогретую до 180 градусов духовку до готовности, примерно на 20-25 минут. У меня бисквит выпекался 25 минут. Готовность бисквита проверяем деревянной палочкой. Прокалываем, если палочка выходит сухой, значит бисквит готов. Пересушивать бисквит не надо. Накрываем бисквит пергаментной бумагой, решеткой
и переворачиваем. Убираем пергаментную бумагу, на которой бисквит выпекался. Оставляем бисквит остывать на решетке, остывает бисквит очень быстро. У остывшего бисквита обрезаем края. Обрезанные кусочки нам не понадобятся, их можно просто съесть, они очень вкусные сами по себе. Корж разрезаем на части. Я делаю 2 коржа размером 17 на 17 см и 2 коржа размером 17 на 8,5 см. Торт у нас будет состоять из 3 коржей размером 17 на 17 см. Сформируем торт. Выкладываем первый корж на тарелку. Устанавливаем разъемную форму и ацетатную пленку. Охлажденный крем перемешаем, чтобы он стал эластичным. Откладываем 2 столовые ложки крема, этим кремом в конце украсим торт. А пока убираем крем в холодильник. Делим визуально крем на 3 части и покрываем первый корж 1/3 частью крема. Крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем второй корж. Второй корж у меня состоит из 2 половинок. Корж слегка придавливаем. Корж покрываем следующей 1/3 частью крема. Крем равномерно разравниваем. На крем выкладываем третий корж. Корж слегка придавливаем. На корж выкладываем оставшийся крем и крем равномерно разравниваем. Убираем торт в холодильник пропитаться и стабилизироваться на 2-3 часа. Можно приготовить торт вечером и убрать в холодильник на ночь. Охлажденный торт освобождаем от формы ацетатной пленки. Ранее отложенный крем растопим в микроволновой печи или на водяной бане. Перекладываем в кондитерский или пищевой пакет, делаем маленький срез с уголка и рисуем глазурью тонкую сеточку. Наносим глазурь по краю торта. Рисуем палочкой по краю торта наклонные полоски. И покрываем края торта глазурью. Торт готов, его можно подавать к столу. Советую вам его приготовить. Торт фантастически вкусный, очень нежный, любителям шоколада он непременно понравится. Если вам понравился рецепт, то делитесь этим видео с друзьями, ставьте лайки, пишите комментарии, подписывайтесь на мой канал, смотрите мои другие видео, мне будет очень приятно. Желаю вам приятного аппетита и отличного настроения.